Ребятки, я вас приветствую. К нам наконец-таки пришла зима. Можете видеть это по снегу. Были даже морозы около -10. Сейчас пошло на оттепель, близко к плюсовой температуре. Но все равно можно уже начать полноценные тесты, насколько же хватит одного баллона пропана на отопление моей мастерской. Как и обещал, начинаю вам отчет. Так что, поехали! Не попал. Да что такое? О! Сегодня 29 декабря и последний день, который я буду работать в этом году в мастерской. Температура за бортом где-то 1-2 градуса тепла. Если отопление работало, то после ночи с утра температура всегда будет 10-9 градусов. Напомню, ночью отопление не работает. А вот если я ухожу на выходные, то с утра будет 4-5 градусов. Это уже проверено статистикой. Кстати, очень помогает сохранить тепло до утра утепление. Я его еще не доделал. Как вы видите, конденсат выступает на двери. Нужно еще дополнительно утеплить и сверху обшить каким-нибудь материалом. Баллон я транспортирую на заправку вот таким образом. Подпираю его с двух сторон. Ребят, еще раз наглядно вам показываю, какая боль у нас с электричеством. 73 вольта отрубается. Сейчас. Попытка еще одна. Опять просадка 70 вольт отрубается. То есть у меня сейчас пытается запуститься компрессор. Ничего больше не включено. Кто-то явно топится электричеством. Кстати, вы писали, почему ты не захотел использовать электрический котел. Вот, ребята, вам доказательство, что электричества у нас тут в принципе нету вообще. Это боль. Сейчас буду искать просто другую фазу, чтобы перескочить. О! Не. Отключил компрессор. Входящая 178. Сейчас включится только свет. 160 вольт. 159. Вот такие вот дела. Котел у меня подключен к другой фазе, и то иногда приходится искать более лучшую. Явно кто-то отапливается электричеством. Зимой у нас вообще беда с ним. Сейчас входящая 150 вольт. И еще раз для примера попробую вам визуализировать. Просто включу чайник. 80-79 вольт. Ну, сейчас отрубится. Должно. Вот, все. Так и живем. Даже дождь какой-то пошел. 40 литров я заправляю, ребят. Открываем газ. И запускаем отопление. Все, загорелась, пошла жара в хату. Итак, почти 4 часа дня, и в мастерской у меня 18 градусов уже. Я даже выключил отопление, потому что мне жарко работать. Вечер 29 декабря, уже собираюсь домой, и один день отопления у нас есть. Пока уровень газа показать не могу, баллон не охлаждается, конденсат на нем не выпадает. Но в последующие дни будет отчетливо видно, и будем ставить метки. И будет видно, сколько за день потребляется газа. Чтобы хоть как-то для вас визуализировать расход газа, я решил приобрести весы. Сейчас откалибрую на 0 и установлю баллон на кирпичи. Стоит. Сегодня 10 января, приехал в мастерскую, в 14:25 запустил отопление. Сейчас весы показывают, что баллон с газом весит 38 килограмм. Посмотрим, сколько будет через час. Температура на котле у меня установлена 65 градусов. Выше я не ставлю, мне этого вполне достаточно. В мастерской сейчас 8 градусов тепла. Также посмотрим, насколько прогреется мастерская за час. Прошел час, но на весах особо ничего не изменилось. Давайте попробуем увеличить интервал измерений. Через 3 часа включения посмотрим за 4 часа изменения. Температура 12 градусов, то есть за час теплее становится примерно на 4 градуса. Прошло 4 часа и уже заметно расход газа. То есть сейчас 37 килограмм. 1 килограмм за 4 часа у нас израсходовался.
И плюс на баллоне появился конденсат, и можно поставить также отметку маркером. И завтра сравнить. Завтра хочу провести тест на 10 часов. Вот у нас отметочка. На сегодня я работу завершу. И завтра посмотрим, также поставим отметку. Визуально будет видно, какой расход. 11 января, следующий рабочий день. Сегодня поздненько я добрался до работы. К сожалению, полноценный тест мы с вами провести не сможем на 10 часов. Но все равно отопление часов 6 проработает. И какие-то данные мы с вами получим. Напомню, вчера баллон весил вечером к концу дня 37 килограмм. И мы также поставили отметку. Вот поэтому будем и ориентироваться. 21:50, конец рабочего дня. И получается у нас за сегодня 2 килограмма израсходовалось. За 7 часов на весах 35 килограмм. И также можно посмотреть, сколько визуально израсходовалось газа. Вот линия конденсата. Вот получается такой объем. За 7 часов расходуется. За 7-8 часов, то есть за рабочий день. 12 января, почти 9 часов утра. И сегодня у нас минусовая температура, -1. Сейчас я вам покажу, какая температура с утра после ночи. Вот смотрим. Почти 12 градусов тепла. Напомню, ночью отопление не работает. Конечно, очень помогает утепление мастерской. Не зря в этом году вложился, утеплил крышу. Также серьезно утеплены 2 стены. В мастерской можно продолжить это дело. Получается, если работаешь каждый день, отапливаешь мастерскую примерно по 8 часов в среднем, так считать, то температура с утра будет 8-10 градусов. Это если -1, -2, вот такая температура. При больших минусах я еще не проверял. А вот если уходишь на выходные, конечно, мастерская остывает больше, и с утра 4-5 градусов. Чтобы набрать приемлемые, приятные 15-16 градусов для работы, нужно 2 часа с утра. Ну что, идем, запускаем сегодня полноценный тест на 10 часов. Запускаем отопление. 10 часов. Все загорелось. И с утра у нас 35 килограмм. Еще раз напомню, весит баллон. Ну что, можно подводить итоги? Судя по конденсату на баллоне. Что ж ты не пишешь? Короче, расход такой же получается, как и вчера. Итак, 8 часов вечера, прошло 10 часов. Смотрим на весы. 33 килограмма, чуть-чуть меньше. То есть за 10 часов 2 с небольшим килограмма расход газа получается. В прошлый раз мне хватило баллона ровно на 10 дней. Заправляю я по 40 литров. Ну, получается в среднем 2 килограмма в день. Если литр пропана весит, если мне память не изменяет, 560 грамм, получается это где-то 3,5 литра в день расход. Вот если 40 литров разделить на 3,5 литра, вот получается 10-11 дней у меня расход. К вечеру, кстати, расход баллона, расход газа гораздо меньше, потому что температура повышается в мастерской, и нет уже такой разницы между батареями, теплоносителем и температурой в мастерской. В общем, котел меньше включается, поэтому вот примерно где-то средний расход 2 килограмма в день, если 8-10 часов проводить в мастерской. Также ребята активно интересовались, сколько у нас стоит заправка баллона 40 литров. В прошлый раз я отдал 1300 рублей. 1200 за газ и 100 рублей стоит заправка баллона. Кстати, раньше, когда я топился обычной печкой, также на газу, если помните, у меня баллона хватало ровно на 4 дня. 4 дня это максимум. То есть налицо огромная экономия. Кто не смотрел видео по отоплению в мастерской, вот вам подсказочка, ссылки оставлю под видео, посмотрите. Кстати, ребятки, зашел в соседнюю мануфактуру, интересно проверить, грею я Игорька хоть немножко или нет. Там живет холодный сосед, 4 градуса стенка. Ну что, тепло? Опять. А за этой стенкой живет теплый сосед. Смотрим. 9 градусов.
То есть 5 градусов я даю Игорьку. Надо ставить тепловой насос. Пока из практики, из расчетов получается, что на месяц мне будет хватать 2 баллона газа. Если работать по 5 дней, а в выходные нужно отдыхать, ребята, вот получается 22 где-то рабочих дня, а баллона нам хватает на 10 дней. В общем, ребята, спасибо вам за просмотр. Надеюсь, информация сегодня вам была полезна. Всем пока, скоро увидимся. Если что-то еще хочется вам узнать, напишите в комментариях. Постараюсь, если будет актуальная информация, снять для вас отдельное видео. Все, ребят, пока.